Добрый день всем, кто смотрит наш канал «Дело мастера боится». Сегодня выходной день. Я решила приготовить что-нибудь необыкновенное осенью для своей семьи. У меня муж принес с плавней вот такие вот грибы-вешенки. И я решила сделать жульен. Очень вкусный, очень полезный. Делается легко и просто, всего лишь минут за 20-30, если есть все ингредиенты. Грибы-вешенки вымытые, очищенные перед тем, как готовить. Лук 6 штук, вот такой. 3 зубочка чеснока, перец молотый, сметана, сыр твердый любой фирмы, вот такой вот горшочек, для того, чтобы мы будем в духовке его готовить, и соль по вкусу. Грибы у нас заранее уже вымытые, чищенные вот такие. Мы делаем, нарезаем их мелкими кубиками. Грибы я уже порезала маленькими кубиками. Теперь переходим к следующему этапу — нарезанию лука. Лук режем, можно полукольцами, можно кубиками, квадратиками, но я режу полукольцами. Лук полукольцами нарезала. Теперь соединяем вместе с грибами и ложим на сковородку на подсолнечном масле. Немножко поджариваем, чтобы выкипела водичка. Вот грибы. Вылаживаю я сначала на сухую сковородку, без масла, для того, чтобы вода, та, что есть в грибах, выкипела. Потому что если положить на масло или сливочное или олею, будет трещать, забрызгивать печку, и не тот будет эффект. Затем ложим лук полукольцами, вот так их немного как бы разъединяем. Затем лопаткой все тщательно перемешиваем. Солить не нужно пока. Солить нужно в последнюю очередь, когда грибы практически готовы. Пока грибы жарятся, ждем 5-7 минут без масла, потом добавляем масло и жарим еще минут 5-7. Следующий этап у меня — это натереть сыр на крупной терке, для того, чтобы сверху потом в горшочек, когда будут готовы грибы, его посыпать и смешать вместе со сметанным соусом для протушки в духовке. Желательно использовать натуральный сыр. На вот такой терке я буду натирать сыр. Прошло 7 минут, и я добавила подсолнечное масло в грибы для того, чтобы вышла, когда уже вода, пережарились грибочки с луком до румяного цвета. Вот получились такие грибы красивые. Аромат идет на весь дом. Вкусно очень пахнут. Вода уже выкипела. Видите, они жирные такие. Очень сочные. Настоящий лесной гриб дает необыкновенный аромат. Шампиньоны не дают такого аромата. Поэтому желательно готовить жульен из натуральных лесных грибов. Вешенки — это самый идеальный вариант. Можно рыжики использовать, лисички, опята, но вешенки более полезные и более дают насыщенный смак и вкус. Следующим этапом я покажу, как готовить сметанный соус, которым мы будем заливать наши грибы для приготовки жульена. Я взяла вот такой стаканчик, ложим туда 500 грамм у меня сметаны, но я ложу полпакета, грамм 250 только. Затем беру чеснок тертый на терке, на мелкой терке, перец молотый, немножко, где-то пол чайной ложечки, и соль, тоже немножко, на кончике ложечки. И все это тщательно смешиваем.
такой получился соус. Солить можно по вкусу. Я солю немного, так как соус будет еще. И перчу. Затем все хорошо перемешать. Следующий этап, завершающий. Насыпаем в горшочек наши грибы, заливаем сметанным соусом, сверху посыпаем сыром и ставим в духовку на 10 минут. Беру сметанный соус и заливаю теперь грибы. Затем сверху посыпаем твердым сыром. Получился вот такой красивый горшочек. Теперь мы ставим наш жульен в духовку на 10 минут. Жульен стоит 10 минут при температуре 180 градусов. Прошло 10 минут и жульен уже готов. Вот такой вот получился жульен. И последний штрих мы посыпаем для красоты, украшаем зеленью. У меня свежерезанная петрушка, которую вырастил мой меньший сыночек. Вот такая вот красота получилась. Очень вкусно пахнет, аромат на весь дом. Мы готовы встретить гостей, сесть с своей семьей и попробовать его. Поэтому смотрите наш канал, пользуйтесь нашими рецептами, давайте свои советы. Буду очень рада узнать что-то новое от вас. Всем приятного просмотра, приятного аппетита и всем пока!